Сегодня наши уважаемые участники обсудят роль религии в жизни современного общества, а также поднимут вопросы дискриминации религиозных меньшинств в России и не только. Мы поговорим о межнациональных отношениях, профилактике экстремизма, религиозном воспитании и, конечно, взаимодействие религиозных объединений с гражданскими институтами. И, конечно, сегодня мы поговорим, самое главное, это межнациональные отношения. Очень важно, чтобы, с одной стороны, люди, переселяющиеся в новый для себя регион, учились воспринимать, уважать, поддерживать культуру, обычаи, традиции того места, где они стали с недавнего времени жить. С другой стороны, очень важно, чтобы жизнь этих людей, их безопасность, уважение к ним поддерживалась основной частью общества в том месте, куда эти люди приезжают. Вот такое взаимное уважение, взаимная поддержка, взаимное стремление к миру в отношениях между людьми разных национальностей и религий очень и очень важно. Без этого нет будущего у нашей страны. При этом очень и очень важно, чтобы и государство, и религиозные общины, и бизнес, который привлекает мигрантов, вместе заботились бы об обучении мигрантов, культуре этого места, где они живут, традициям, обычаям этого места и религиозным традициям нашей страны. Это в первую очередь православие и традиционно для России прочтение ислама. Естественно, есть какое-то количество мигрантов, которые нуждаются в поддержке, в обучении буддийским и иудейским традициям. Это может быть в меньшей степени распространенная проблема, но очевидно, что и государство, и бизнес, который привлекает мигрантов, и религиозные общины, педагогическое сообщество могут и должны вместе сообща работать над обучением мигрантов тому языку, той культуре, тем религиозным традициям, которые окружают их в новом месте проживания. Второй очень важный момент – это участие религиозных деятелей и религиозных общин в предупреждении и разрешении межнациональных конфликтов. Сегодня почти каждую неделю, к несчастью, мы слышим ситуацию, в которых бытовой конфликт может легко перерасти, превратиться в межнациональный конфликт. Понятно, что есть расходящиеся интересы, связанные с профессиональной деятельностью людей, с экономической деятельностью людей, с отношениями между обществом и правоохранительными органами, с бытовыми конфликтами. Когда в ходе всех этих сложных ситуаций по разные стороны оказываются люди разных национальностей, когда возникает некое культурное недопонимание, это все может играть роль спички в пороховой бочке, потому что мы знаем, что люди очень напряжены в связи с целым рядом социальных проблем, не только российских, но и мировых. И, к сожалению, есть в обществе силы, которые пытаются использовать это напряжение для того, чтобы разжечь пожар межнациональных столкновений. Чтобы эти силы не могли успешно делать свою черную работу, очень и очень важно, чтобы любое резонансное дело, любой экономический или бытовой конфликт, который чреваты межнациональными осложнениями, тут же получали бы реакцию не только власти, но и религиозных общин, которые могут и должны вместе исследовать происходящее, встречаться со сторонами конфликта, с властями, которые ответственны за расследование того или иного инцидента или резонансного дела, и со всеми, кто интересуются происходящим в ходе того или иного конфликта. Как мы сегодня видим, что эта тема вообще не только в стране, а вообще в мире, она так развивается и ею интересуется. И вот даже недавно, когда в Ганновере канцлер Германии сказал о том, что в России есть такой добрый пример сотрудничества государства с исламскими организациями, и она признала, что такой нету пока в Германии, что вот можно было бы это тоже использовать. Ведь действительно, да, есть проблемы на этой почве, но я бы не сказал, что они такие огромные, да, что завтра что-то может
такое произойти страшное. Да? Да, есть некие люди, некие группы, которые вот хотят втянуть в эту проблему там, людей, да? Но мы все, как говорится, должны быть очень бдительны и понятливы, и не должно быть места такого рода провокаторам ни в религиозных организациях, ни в национальных организациях. Это должно пресекаться очень четко законом. Но, к сожалению, мы видим, что, хотя говоря о законе, такого показательного очень мало. Как-то вот, может быть, возможно, и судьи боятся как бы этих дел, там, потому что это же как бы такая сфера очень тонкая, но тем не менее реагировать на это нужно. А вообще мы, слава богу, видим, что в стране это действительно так, что и вот в рамках Межрелигиозного совета, который сегодня очень активно ведет свою деятельность, и на площадке Общественной палаты Российской Федерации, вот мы тут втроем являемся членами палаты, и комиссия межнациональных отношений, свободе совести, обсуждаем эти темы, проводим мероприятия. И главное, я считаю, вот и соглашусь с отцом Всеволодом по проблематике мигрантов сегодня в стране. Да, сегодня это такая данность, и мы должны тоже религиозные организации включаться в этот вопрос в ключе того, чтобы помогать мигрантам настраивать отношения с властями региона, скажем, да, или с коренными народами. Миграционная политика, мы уже не устаем повторять, что она не должна быть в ущерб граждан нашей страны. То, что мы говорим о межнациональных отношениях, межрелигиозных отношениях и вообще человеческих отношениях, очень актуально в наше современное время, потому что много культур, традиций, разных этносов, народов. Все они богаты своими историями, культурами, традициями. И как-то, чтобы все хорошо жить, нужно изучать культуры тех народов, где они проживают, где они пребывают, и соблюдать те законы, которые преобладают в той или иной культуре. Я бы хотел сказать, что немножко у нас не хватает культуры общения. Это несдержанность, где-то грубость, где-то агрессия. В этом есть нравственное и духовное начало, думаю. В этом, когда еще сказал Паустовский, сердце, воображение, разум и дух – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Семья – это мой конек. Это основа межрелигиозного, межнационального мира. Семья – это церковь и школа, где нет чиновников, выборов. Есть Божий закон, и потому они очень крепкие. Даже в смешанных семьях в основном, в абсолютном большинстве, царит мир и согласие. А вот дети смешанных семей – это пожарники межрелигиозных, межнациональных костров. Конечно, не только они, и в МЧС надо брать не только ребят из смешанных семей, это я шучу, но это очень важно. Я не то, что я агитирую за смешанные семьи, я агитирую за брак по любви, но потому что Господь – это и есть любовь. А вот некоторые священники так проповедуют, будто кидают камни в смешанные браки. Но Господь на страже. Любая семья – это свято. Важно, я заканчиваю, важно, чтобы священнослужители готовились в России, ну, для России. И поди они не физики, чтобы им там Гарвард заканчивать. Ну вот, я хотел еще закончить, что после развала Союза люди разошлись по своим квартирам и теперь косо поглядывают друг на друга. Растет клановость, она как опухоль. Если ее вовремя
ну, как бы не ликвидировать. Так вот, ликвидировать можно туризмом. Вот если будет туризм на Кавказе, идут туда французские деньги, пусть и поделятся с безопасностью израильтяне, со своими этими, значит, беспилотниками и так далее. Туризм сделает Кавказ толерантным, и нас всех.